Полина мыла посуду и сокрушалась, зачем так много съела в обед. Мечта скинуть вес никак не осуществлялась. Очень уж любила вкусно поесть. Раздался звонок в дверь. Муж Денис уехал по делам недавно. У него ключи. Дочь Настенька дома. Кто там, интересно? Полина открыла дверь. Там стоял незнакомый мальчик лет 10. «Здравствуйте, мне нужен ваш муж. Он дома?» «Здравствуй. Его нет сейчас. А что ты хотел? Может, я могу помочь?» «Нет, мне лично он нужен. Разговор есть, серьезный. Я потом еще зайду, когда он дома бывает». «Да я даже не знаю. Он то дома, то уезжает. А что случилось? Что-то серьезное?» «Пока ничего не случилось, но скоро случится. Ладно, я пойду». Полина с недоумением провожала взглядом уходящего мальчика. Интересно, зачем ему понадобился ее муж? На какую тему хотел поговорить? Странная ситуация. Денис приехал домой ближе к вечеру. Полина сразу рассказала о мальчике. «Денис, к тебе приходил какой-то мальчик, лет 9-10. Говорит серьезный разговор к тебе. Мне отказался говорить, что ему надо. Ты не знаешь, о чем речь?» «Понятия не имею, Поль. Может, ошибся пацан?» «Ну, не знаю. Он уверенно себя вел. Думаю, он не ошибся». Денис пожал плечами и пошел в душ. А у Полины было неспокойно на душе. Что имел в виду мальчик, когда говорил, что может что-то случиться? Кто он вообще такой? Откуда знает Дениса? Эта история не давала ей покоя. В голове крутились разные мысли. А вдруг это внебрачный сын Дениса, о котором он не знает? У Дениса ведь были девушки до Полины. Вполне возможно, какая-то забеременела и скрыла. А теперь, спустя столько лет, решила напомнить о себе, подослав сына. А может, мать этого мальчика больна и решила, пока не поздно, познакомить отца с сыном, чтобы он потом забрал его. Поэтому мальчик сказал, что может что-то случиться. Ох, что же делать тогда? Все-таки сын родной. Придется забирать его. Наверное, никого больше нет у них. Полина начала вспоминать, что Денис рассказывал о своих бывших девушках. Вспомнилась одна, с которой у него были отношения, дело чуть до свадьбы не дошло. Вроде она изменила ему и ушла к другому. Неужели она? На следующий день Полина начала выпытывать у мужа, как звали ту девушку. «Денис, а помнишь, ты рассказывал о девушке, на которой чуть не женился? Как ее звали? Как сложилась жизнь у нее? Вы одного возраста вроде были?» «Поль, ты чего это вспомнила? Я ничего о ней не знаю с тех пор и знать не хочу. А звали ее Ира Смирнова». «Да так, просто. Интересно стало. Ты про моего бывшего все знаешь, а я ничего». Денис покачал головой. Ох уж эти женщины. Поля решила поискать эту Иру в соцсетях. Может, где на фото будет этот мальчик. Тогда все станет понятно. Наверное, ушла от Дениса беременная и не знала. А потом как-то это выплыло. Только засада была с фамилией. Она явно же вышла замуж и сменила фамилию. Как ее найти? Полина нашла несколько подходящих женщин, у некоторых в скобках была указана девичья фамилия Смирнова. Возраст и место проживания подходили, но она могла ведь и уехать из города. Тогда все поиски напрасны. Посещение аккаунтов найденных женщин ей ничего не дало. Никакой зацепки или подсказки. Решила, что это глупая затея, и надо просто ждать, когда снова объявится этот мальчик и расскажет, что ему нужно. «Поль,
Меня в командировку посылают, в соседний город. Никто не хочет ехать, так Петрович меня решил отправить. Отказаться не могу. Очень важный договор надо будет заключить. Если все хорошо сложится, мне повысят зарплату. Полина напряглась. Денис давно уже не ездил по командировкам. Странно это все как-то. Неужели ее опасения подтверждаются, и Денис что-то скрывает от нее? Придумал эту поездку. Неужели это все связано с этим мальчиком? Но раз Денис не хочет говорить ничего, значит, что-то не то там. Голова Полины взрывалась от наплыва всяких версий. Она любила мужа и боялась его потерять. В командировку он должен был уехать через 3 дня. Может, что-то узнает еще. Интуиция подскажет. За день до отъезда Дениса снова пришел мальчик. Дениса не было дома. Полина пригласила мальчика в квартиру, усадила на стул. «Значит так, расскажи мне, что ты хочешь рассказать Денису. Я его жена, он мне доверяет. Я все ему передам. Как тебя хоть зовут, скажи?» «Я Миша. Понимаете, мама просила рассказать только ему. Так нужно». «Что рассказать? Я ведь все равно узнаю от него. Поверь, не бойся, рассказывай смело». Рассказ мальчика поверг Полину в шок. «Понимаете, ко мне во сне приходит моя мама. Она умерла 5 лет назад. Она всегда меня предупреждает, если должно что-то случиться. Как говорит моя бабушка, с которой я живу, у нас с ней духовная связь. Она меня очень любила. Я ее смутно помню. Фотографии хоть остались. По ним ее и знаю. Отца вообще не видел ни разу. Бабушка говорит, что он подлец. Так вот, недавно она начала просить меня во сне, чтобы я к вам пришел. Назвала адрес. Она просила лично Денису сказать, никому больше. Сказать что, Миша? Что она просила передать? Она сказала, что он умрет, если поедет в командировку. Пусть откажется, пока не поздно. Она его знала при жизни? Почему она о нем заботится? Я не знаю. Она просила передать только это. Он и правда едет в командировку? Да, Миш, едет. И я думаю, он не поймет, о чем речь. Все-таки это сон. Как можно ему верить? Моя мама никогда не ошибается. Извините, мне надо идти, а то бабушка волноваться будет. А ты где живешь? Живем мы в нескольких кварталах отсюда. Полина проводила мальчика до двери. Вы ему передайте обязательно, это важно. Закрыв дверь, Полина задумалась, что бы все это значило. В мистику она не верила, да и как тут поверишь в такое? Чего вдруг какая-то умершая женщина переживает за ее мужа? Может, у них были какие-то отношения раньше? Может, Миша его сын? Когда Денис пришел домой, Полина пересказала ему разговор с Мишей. Денис рассмеялся, заявив, что это какая-то чушь, что он не собирается слушать какого-то непонятного мальчика и его умершую маму. Никаких отношений у него точно не было с этой женщиной. Полина тоже с трудом верила в эту историю. Наверное, мальчик решил так приколоться над ними. Дети сейчас любят всякие розыгрыши и приколы. Может, даже поспорил с кем, что разведет их. Денег хоть не просил, тогда точно было бы понятно, что это вранье все. Несмотря на сомнения по поводу правдивости слов Миши, отпускала мужа в командировку Полина с тяжелым сердцем, будто предчувствие какое-то. Денис выехал рано утром на своей машине. Полина ушла на работу и старалась не думать ни о чем. После обеда позвонил Денис.
Поль, ты только не волнуйся. Тут такое дело. Что случилось, Денис? Ты в порядке? Представляешь, еду я себе спокойно, слушаю музыку, и тут у меня на пути появляется женщина. Не пойму, откуда она взялась. Я с перепугу резко вырулил в сторону, и меня унесло в поле. Машина перевернулась один раз, я был пристегнут ремнем безопасности. Кроме ссадин и ушибов ничего нет. Стекло лобовое разбилось, машина помятая. Но главное в другом. Впереди меня ехал бензовоз, и в него влетела легковушка. Он зацепил машину, которая ехала сзади. Машины загорелись. Ужас, что тут творится. Я вызвал спецслужбы. В живых там никто не остался. К сожалению, я в шоке. Если бы не эта женщина, скорее всего, я тоже погиб бы. Она меня увела с дороги. Какой ужас, Денис! А что с женщиной? Не знаю. Непонятно, откуда появилась и непонятно, куда исчезла. Будто призрак. Ладно, займусь эвакуацией машины. Ремонт в копеечку влетит, конечно, но это ерунда. Железяка. Да какой разговор? Главное, что ты жив, дорогой. Жду тебя домой. Денис приехал домой поздно вечером. Полина ждала его, приготовив ужин. «Денис, а тебе не кажется странным, что Миша говорил об этом, что тебе нельзя было ехать? И эта женщина, что неожиданно появилась, кто она? Вдруг это и есть мама Миши? Ну, призрак ее. В фильмах я видела такое». «Да ну, бред какой-то. Просто совпадение. Аварии каждый день случаются. И почему она именно меня решила спасти? Не верю я в это. Устал я. Сейчас в душ, поем и спать». Всю ночь ему снились кошмары. Пожар, какие-то люди и женский крик «Спасите Мишу!». Денис увидел себя, как он выносил из пожара мальчика. Утром он заявил Полине: «Знаешь, я понял, кто была эта женщина и кто этот мальчик. 5 лет назад я шел от друга домой. В квартире одного из домов на первом этаже случился пожар. Пока ждали пожарную машину, шло время. Никто не решался полезть в горящую квартиру. Я не смог стоять и смотреть, и решил попробовать залезть туда. Мне казалось, оттуда кричит женщина, просит спасти какого-то Мишу. Я нашел в квартире мальчика лет 5. Он надышался угарным газом, но был жив. А вот его маму спасти не удалось. Вот и ребус сложился. Получается, она тебя так отблагодарила, спасла. А Миша и есть тот самый мальчик. Обалдеть, мистика какая-то. Вечером Полина и Денис пошли в ту квартиру, где 5 лет назад был пожар. Дверь открыла женщина лет 60. «Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что стало с мальчиком, которого я спас из пожара 5 лет назад в этой квартире?» «Здравствуйте. Миша живет тут со мной. Квартиру отремонтировали. Проходите, пожалуйста». После пожара у Миши пропала память от стресса. Он ничего не помнит. И маму тоже забыл. Знает ее только по фото. Мы ничего ему не рассказываем о том, как она погибла. Просто умерла, и все. Не хотим травмировать его психику. Слава Богу, никто ему не рассказал о пожаре. Мы какое-то время жили у знакомых, пока квартиру восстанавливали. Знаю, что Яна, мама его, снится часто и помогает ему советами. Дочка очень любила его при жизни и после смерти не оставляет. А мне вот совсем не снится. Благодаря вам Миша жив. Спасибо от всего сердца. Вы тогда так быстро ушли, что никто не успел спросить, кто вы. У меня, кроме Мишеньки, и нет никого. Что случись со мной,
в детдом отправят внучка. Отец родной его умер от пьянки. Знаете, Яна спасла мне жизнь. К нам приходил Миша и сказал, чтобы я не ехал в командировку. Беда будет. Ему мама во сне сказала. Я увидел женщину на дороге и съехал. А впереди погибли люди в страшной аварии. Вы не могли бы показать фото вашей дочки? Хочу посмотреть на нее. Ох, доченька моя, она вас так отблагодарила за сына. Сейчас покажу фото. Вот, смотрите, какая была красавица. Этот пожар забрал ее у меня. Денис взял фотографию в руки. На него смотрела та самая женщина. Сомнений больше не было. Хлопнула входная дверь. В комнату зашел Миша и даже не удивился, увидев Дениса. «Здравствуйте. А мама сказала мне, что у вас все хорошо. Она отвела беду, хотя не должна была этого делать. Вы сами должны были отказаться от поездки. Она сказала, что вам больше нельзя будет ездить по той самой дороге. Никогда. Иначе все повторится. Мама поменяла вашу судьбу». «Миша, спасибо большое тебе и твоей маме. Я хочу сходить к ней на могилу. Сходите с нами, ты и бабушка». Над могилой склонились мама и сын Яны. Денис положил большой букет красных роз. Кто бы мог подумать, что жизнь так переплетет их судьбы. «Миша, я буду рад, если мы подружимся. Предлагаю сходить вместе на футбол. А еще я возьму тебя на рыбалку. Я такие места знаю. Там такая рыба водится. У меня дочка маленькая. С ней рано еще куда-то ходить. А с тобой мы найдем общий язык. Ну как, согласен?» Миша радостно кивнул головой. Он знал, что этому человеку можно доверять. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.